Всем привет, мои друзья! Вы не представляете, где я сейчас сижу. А сижу я на крыше на 22 этаже, но не в Гданьске, а в Амстердаме. И сейчас я вам покажу немного этот город, расскажу о каких-то интересных местах, как обычно. И приятного просмотра, не будем тянуть время. Конечно же, чего не сделаешь ради фотографии, но сначала я не могла залезть на эту лошадь, а потом слезть с нее. You're matching with the horse with your shirt. Добраться на эту смотровую площадку можно сразу с центрального вокзала города на бесплатном пароме, который идет буквально 5 минут. Стоимость билета около 16,5 евро для взрослого, 12,5 для ребенка. Покататься на качели на высоте 100 метров можно за 7,5 евро, но я на такое удовольствие не решилась. Поднимает вас наверх такой очень эмоциональный лифт. Конечно же, есть шикарный видовой ресторан. Не знаю, как там по еде, но по красоте просто сногсшибательно. Родион только что ел картошку в Дортмунде. Неправда. Потом что-то пошло не так. Я не ел никаких картошек. Мы оказались здесь. В Амстердаме. Кстати, прилетели мы не сразу в Амстердам, мы прилетели в Дортмунд. Сходили там в одно место, которое мы очень давно хотели посетить. Поесть ребер, и потом приехали в Амстердам уже на автобусе, на Фликсбасе. Тоже такой лайфхак для тех, кто хочет немного сэкономить, так как билеты до Амстердама не всегда в хорошей стоимости. Очень приятно. Смотри, паук. Конечно, здесь важно, чтобы насладиться городом, чтобы совпало все, в том числе погода. Так, я знаю, там не всегда хорошая погода, но нам просто безумно повезло. Вот, я хочу сказать, что я умею выбирать отели. Каким-то неведомым образом я отхватила вот такой шикарный новотель. Это стандартный номер, по идее, с одной кроватью, с бесплатным проживанием для ребенка. Вот так это все выглядит. Вот смотрите, вода в бумажных пакетах. И кто-то тут отмечал 50 лет Happy Birthday. И мы сюда приехали, кстати, тоже по случаю день рождения моего мужа, но ему пока еще не 50. Вот так вот, тут вот за зеркалом ванна. Тоже вам покажу. У нас тут рядом какой-то шикарнейший парк. О, красота. В этой поездке мы особо по ресторанам не ходили, поэтому в этом ролике, в отличие от предыдущих, ресторанов практически не будет. В Голландии есть такая большая продуктовая сеть, Альберт Хейн называется. Я очень оценила продукты, которые там продаются, так что мы каждый день ели всякие вкусности, пили голландское пиво. Ну, хватит о еде, и сейчас я вам покажу голландский плавучий рынок цветов. Плавучий он, потому что расположен на канале в центре Амстердама, а все павильоны стоят на баржах. Вообще рынок существует с 1862 года, но сейчас это, конечно, больше уже как туристическая достопримечательность. Я думаю, что здесь лучше всего, конечно же, весной, когда можно купить много свежих цветов.
Здесь тюльпаны, нарциссы, гиацинты и все, что хочешь. Также продаются луковицы, которые можно увезти с собой. Конечно же, продается огромное количество сувениров, но, как по моему ощущению, что цены здесь намного выше, чем в каких-то других нетуристических местах. И не уверена, что в привезенном отсюда каком-то горшочке на самом деле что-то вырастет, честно. Вот давайте немножко пройдемся, покажу вам цены и ассортимент. Посмотрите. Ну, наверное, в любом случае прогуляться. Мне было интересно. Но мы на самом деле ничего не купили. Хотя Родион просил. Ну, что-то мы решили не покупать. Мам, можно я тебе покажу? Это корни прям. Обалдеть. И тут же рядом находится магазин сыров. Сыр, как вы знаете, очень популярен в Голландии. Тут есть бесплатная дегустация. Об этом магазине я узнала из роликов, также на YouTube. И вот сейчас вам тоже немного покажу. Ja, das ist der eine Flug von Wenn ich den Так, что тут происходит? Кто-то что-то пробует. Что? Это и это вкусно. Это пармезан. Пармезан. Вообще я вот это не пробую. Это... Все с горчицей. Я взяла сыр, Да, давай. я взяла рыбный сыр и ананасовый этот. Почему это не рыбный сыр? Это рыбный. Рыбный? А ты пробовала? Давайте цены. Лангрин песто 380 грамм. А ультра гипер этот непонятно. Чили. Пивной сыр. А тут вот такой вот и все, луковый. Или Это чесночный. Кокосовый. тут непонятный соус и трюфельный сыр. Трюфельный сыр очень вкусный. Это вкусно, это ореховый. Нам больше всего понравился трюфельный сыр. В Амстердаме мы провели 2 полных дня. Гуляли просто с утра до вечера. И единственное, могу сказать, что меня очень сильно напрягало, это огромное, безумное количество велосипедов. Просто все на велосипедах. Нету дорожек, как вот у нас в Гданьске, велосипедных, и ты не можешь расслабиться. Вот это, конечно, было сложно, особенно когда ты с ребенком, что там куда-то шаг вправо-влево, это уже под велосипедом, можно сказать. Вот это, конечно, немного мне было непривычно. Вот напишите, кто был, как вам по этому поводу. Будем пробовать селедку вот такую. Конечно же, мы не могли не попробовать настоящую голландскую селедку. Я хотела, ну, кстати, у меня не было ожиданий каких-то, но я была, опять же, в полнейшем восторге. Это была самая вкусная селедка, которую я ела. Я заказала селедку такую на хлебе. Можно было взять еще как тарелку селедки. Конечно, это что-то невероятное, правда. Die Küche des Hotels befindet sich zum Teil unter dem Wasserspiegel. Родион, как дела твои?
Очень круто. Почему? Ну, не знаю, когда красивенько. О, нет, мы сейчас подъезжаем под мостом. Конечно же, наверное, как 99,9% туристов в Амстердаме мы взяли круиз по каналам. Их огромное количество, совершенно разных, с разными ценами, с разными лодками. Есть круизы очень веселые, с алкоголем, где можно пить, курить. Оттуда всегда очень веселые звуки, смех. У нас был круиз попроще, где никто не пил и не курил. Обязательная часть программы, рекомендую в любом случае. Они есть и на разное время, на час, на 2 часа, на полчаса, то есть по разным каналам. Так что выбирайте, наслаждайтесь городом с воды. Вот этот огромный зеленый корабль – это научный музей Немо. Он будет интересен, если у вас есть дети. Наверху есть панорамная терраса с кафе. Но, честно, мы там не были. Это я все вам рассказываю из отзывов, которые я прочитала. Много мест, которые мы не успели посетить. На самом деле просто хотелось гулять, наслаждаться городом, прочувствовать его, посидеть в каких-то барчиках, посмотреть на людей, поэтому немного мы вот без музеев в этот раз. Родя, расскажи, как тебе нравится Амстердам? Да, А что нравится? много всего. Ну это не ответ. Например, вот это. А что не понравилось? Что очень много людей курят. Курят? Запах плохой? Да, и еще очень много людей, там есть бар, где все люди пьют пиво. Ужас. Да. И пахнет прям пивом. А еще чем пахнет? Много чем. Ну, меньше всего пахнет тут. Ну хорошо. Что, скамейка такая? Да. Скейтборд. Мне нужен этот скейтборд. Хочу вам еще немножко показать наш завтрак в отеле. Отель назывался Новотель. Как я уже говорила в начале, вот видели, даже киндеры есть для детей. Вот первый раз во всех сетях, в которых мы были, я такого не видела. Завтрак шикарный, отель классный. Нашла его по очень приятной стоимости на тот момент. Ездили мы в эту поездку в конце августа. К сожалению, только вот в январе у меня нашлось время для того, чтобы выпустить этот небольшой ролик. Простите меня за такую задержку. Так что этот отель рекомендую. Он находится не совсем в центре, но там очень классная транспортная развязка. Есть метро. На метро буквально 10-12 минут до центра, поэтому никаких проблем. Так что обратите на него свое внимание, если поедете в этот шикарнейший. Ну что, ну вот и все. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал и ждите моих новых роликов. Всем пока!